Немецкий не английский, и в этом его главное преимущество. Если в английском у нас несчитанное количество времен, то в немецком у нас их всего 6, что, конечно, значительно облегчает наш процесс обучения. Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас экстремальная грамматика. Мы учим с Катей Гомес все времена в немецком за 7 минут. Поехали! Все времена разделяются на настоящее, прошедшее и будущее. Настоящее время у нас только одно, и это presence. Он схож с present simple в английском. Мы его употребляем в 3 случаях. Первый случай, когда мы говорим о событиях, происходящих в настоящем времени. Например, ich wohne in Deutschland. Я живу в Германии. Второй случай, когда мы говорим о будущих событиях, о событиях, которые произойдут в будущем. В таких случаях мы часто добавляем дату или время. Например, ich komme morgen um 8:50 Uhr an. Я прибуду завтра в 8:50. Или третий случай, когда мы говорим об общепринятых фактах. Der Abstand der Erde zum Mond beträgt 365.000 Kilometer. Расстояние между Землей и Луной составляет 365 тысяч километров. Как мы видим, структура у presence несложная, у нас нет вспомогательных глаголов. Мы просто берем наш основной глагол, как, например, ich wohne in Deutschland, основной глагол wohnen, и мы употребляем наш глагол в той форме, которая будет подходить к подлежащему. Подлежащее у нас в данный момент это местоимение ich, я, первое лицо единственного числа, и именно к нему мы подстраиваем, так сказать, наш глагол. Глагол wohnen для первого лица единственного числа это wohne, поэтому мы говорим ich wohne. Прошедшее время. О прошедших событиях мы можем говорить в 3 формах. Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt. Начнем с Perfekt. С помощью Perfekt мы говорим о прошедших событиях, часто в устной речи, либо в каких-то более личных текстах. Его мы формируем с помощью вспомогательного глагола haben или sein и Partizip 2. третья форма нашего основного глагола. Например, ich möchte nichts essen, danke, ich habe schon gegessen. Вспомогательный глагол haben и sein мы подстраиваем под форму нашего подлежащего, да, поэтому мы говорим ich habe gegessen, du hast gegessen, hat gegessen, wir haben gegessen, ihr habt gegessen und sie haben gegessen. Super, wir alle haben gegessen. Präteritum. В этой форме мы тоже просто рассказываем о прошедших событиях, но здесь есть небольшая загвоздочка. Präteritum чаще всего мы слышим в официальной речи, например, в отчетах, в новостях, а также мы встречаем его в письменной речи. В разговорной речи präteritum для описания прошедших событий мы употребляем только для следующих глаголов: haben, sein, werden, модальных глаголов, а также некоторых глаголов, таких как wissen, heißen, finden, denken, brauchen и так далее. Со всеми остальными глаголами для неофициального контекста мы употребляем perfect. Для того, чтобы построить предложение в форме präteritum, нам нужна вторая колонка в нашей табличке неправильных глаголов. Мы берем форму глагола из второй колонки и добавляем к ней наши окончания. Ich dachte, du dachtest, er dachte, wir dachten, ihr dachtet, sie dachten. Чтобы образовать präteritum от правильного глагола, нам нужно к основе глагола добавить суффикс t. Fragen, fragten. Если основа глагола заканчивается на d, t, m или n, то между основой и суффиксом мы вставляем еще гласный и. Arbeiten, arbeiteten, atmen, atmeten. Plusquamperfekt. Plusquamperfekt — это прошедшее до прошедшего. То есть, если я говорю о прошедшем событии и упоминаю событие, которое произошло еще до этого самого прошедшего события, то для этого я употребляю Plusquamperfekt. Для его структуры нам необходим вспомогательный глагол hatte или war и третья форма нашего основного глагола. Например, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, habe ich mit meinem eigenen Geschäft angefangen. После того, как я закончила учебу, я начала свое дело. Дело мое я начала раньше, а учебу я закончила еще раньше. То есть, для того, что произошло в прошедшем, перед прошедшим временем, я употребляю Plusquamperfekt. Будущее. О будущем мы можем говорить в presence,
об этом я упомянула в самом начале, а также в Futur 1 и Futur 2. Futur 1 мы используем для следующих случаев. Когда мы говорим о будущем времени, да, о событии, которое произойдет в будущем, подчеркивая наше намерение. Ich werde meine Tante im Krankenhaus besuchen. Я буду посещать мою тетю в больнице. Мое намерение. Я хочу посетить мою тетю в больнице. Случай второй. Наши ожидания от будущих событий, от будущего времени. Сюда также можно отнести прогнозы и предсказания. Der Klimawandel wird problematischer für uns werden. И третий случай – предположения о будущих или настоящих событиях. Например, der Weihnachtsmarkt wird meine Mama sehr beeindrucken. Рождественская ярмарка очень впечатлит мою маму. Или wo ist Mark? Mark wird im Büro sein. Где же Марк? Марк, скорее всего, в офисе. Как вы видите, структура Futur 1 состоит из двух глаголов. Это вспомогательный глагол werden, который мы изменяем в зависимости от формы подлежащего, и наш основной глагол в инфинитиве. Futur 2 — это будущее событие, которое будет закончено к тому моменту, о котором я говорю. Например, nächstes Jahr werde ich mein Studium abgeschlossen haben. В следующем году я закончу мою учебу. Здесь мы видим структуру, состоящую из трех глаголов. Werde abgeschlossen haben. Вспомогательный глагол werden, партизип 2 от нашего основного глагола и haben. Друзья мои, если это видео оказалось для вас полезным, и вы думаете, что оно может оказаться полезным и другим людям, пожалуйста, поставьте ему лайк и подпишитесь на мой канал, потому что тогда YouTube наконец-то начнет показывать мои видео и другим людям. Я буду очень вам благодарна. Вам желаю вот за это прекрасной недели и больших успехов. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Обнимаю. Пока.